Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Я приглашаю вас на вязание вот таких симпатичных носков с жаккардовым узором. Носки очень домашние, мягкие, приятные. Они такие свободные, немножко рыхлые. Конечно, они не плотно сидят на ноге. У них есть такие дырочки, что позволяет ноге дышать. Но их очень удобно и комфортно носить дома. Они свободные, так как здесь не вывязывается ни взъем стопы, они не облегают ногу, и такие вот как домашние тапочки, можно их сравнить. Я вяжу носочки, вот связала вот эти вот довольно на большой размер, на 41, 42, а здесь на 39, 40 размер. Вот они чуть у меня покороче получаются. Поэтому в длину вы можете вязать носки на любой размер. В ширину они получаются около 10-10,5 сантиметров. В зависимости, конечно, от толщины пряжи и от номера крючка, который вы будете использовать, у вас получится плотность вязания. Здесь я рассчитывала специально эти вязания носков под жаккардовый узор, чтобы у меня раппорт узора повторялся определенное количество раз, соединялся вот в круг и абсолютно незаметен переход начала вязания конца ряда. Очень подробно я рассказывала по рядам, как вязать этот жаккардовый рисунок, а в этом видео расскажу основные моменты для вязания носка от мыска и до конца, конца манжеты, и как вывязывать пяточку. В принципе, здесь очень просто все вяжется. И вы можете вязать так любые носки, даже не используя этот жаккардовый узор, а любой другой узор, который вам нравится. Для вязания я использовала 2 цвета пряжи. Вот эти большие носочки у меня весят 120 грамм. Конечно, нити основного цвета будет уходить больше, чем вот для рисунка светлого цвета. И здесь я использую пряжу Alize Lana Gold Classic. Это полушерсть, но это у меня пряжа уже БУ. А здесь моточек 100 грамм, в нем 240 метров. И я примерно по толщине нити подобрала вот остатки у меня другой нити. По-моему, это пехорка идет. Она даже чуть тоньше, но в принципе она подходит. Ну, желательно, чтобы нить была одинаковой толщины. И я использую крючок номер 4. Если вы хотите связать носочек чуть уже, то можете взять крючок чуть меньше, тогда у вас будет вязание поплотнее, и носочек получится чуть уже. Ну и, конечно, по длине вы можете вязать носочек на любой размер. Итак, приступаем к вязанию. Начинаем вязать носок. Начало вязания идет от кончиков пальцев. И первым мы вывязываем мысок вот в виде такого конуса. Для вязания мыска я делаю прибавление с расчетом, чтобы к последнему ряду у меня было количество столбиков, которое делилось на количество столбиков узора, раппорта узора. То есть у меня в конце последний ряд провязано 36 столбиков, и это количество делится на 6 столбиков раппорта узора. То есть у меня будет 6 повторений рисунка при вязании основной части. И в ширину у меня носок примерно 10 сантиметров, 10,5 сантиметров. Это в принципе стандартная ширина носка. Не слишком ни на детский носок, ни на слишком полную ногу, но на среднюю размер. По длине стопы вы можете носок уже связать на любой размер. То есть от 38, там, даже на 37, 36, это уже вы сами можете рассчитать до 43 и 45. То есть вот это вот расстояние вы провязываете на нужную длину, чтобы у вас носок был по размеру. У меня здесь связано 12 сантиметров,
И полная длина носка 25 сантиметров. Я вяжу на 39-40 размер. Итак, начало вязания, как я и сказала, идет от кончиков пальцев. И начинаем вязать мысок вот с такого начального кольца. Оборачиваем указательный палец нитью, формирую вот начальное кольцо, в центр вводим крючок, вытягиваем первую петельку и провязываем первую воздушную петлю. И далее еще одну воздушную петлю. Далее первый ряд я вяжу. В первом ряду я провязываю 11 столбиков с одним накидом из начального кольца. То есть первые 2 петли у меня считаются за столбик. Всего кружок начальный у нас будет состоять из 12 петель. Итак, я провязала 11 столбиков. Теперь потяну за кончик нити, стянув начальное кольцо так, чтобы в центре не было отверстия. Далее этот кончик нити я закреплю на изнанке. А первый ряд заканчиваю соединительным столбиком. Здесь ввожу за 2 полупетельки второй воздушной петли подъема, соединительный столбик делаю, протягивая нить. И начинаю вязать второй ряд. Также 2 петли подъема. И в этом ряду делаю прибавление через 1 столбик. То есть всего необходимо сделать 6 прибавлений. Вот из первой петли провязываю 2 столбика. Из следующей петли 1 столбик. И так повторяю. Итого у меня с 12 столбиков количество их увеличится до 18. Петли подъема я тоже считаю за столбик. Итак, я провязала второй ряд и заканчиваю этот ряд точно так же, как и предыдущие ряды. За 2 полупетельки второй воздушной петли ввожу крючок и провязываю соединительный столбик. И вы видите, что у меня мысок вот формируется в виде такого конуса. Он не раскладывается в кружок. Далее вновь 2 петли подъема. И также в этом ряду делаю 6 прибавлений. И прибавление уже мы делаем через 2 петли. То есть из первой петли провязываю 2 столбика. Из следующих 2 по 1. И количество столбиков в этом ряду с 18 увеличится до 24. И также я провяжу еще 2 ряда, делая уже прибавление через 3 петли и через 4 петли. 1, 2, 3, 4 в 5 ряду. И у меня количество столбиков в последнем ряду мыска будет 36. Я закончила вязать мысок. Вот у меня получился такой конус. Провязала 5 рядов. И далее, перед тем, как начать вязать жаккардовый узор, провязываю начальный ряд из столбиков без накида. 1 петля подъема и вяжем столбики без накида, только крючок вводя за вторые полупетельки. И уже со следующего ряда начинаю вывязывать жаккардовый узор, присоединяю нить другого цвета. Это у меня такой бежевый цвет. И вывязываю вот первые выступающие столбики. Подробное описание жаккардового узора у меня есть отдельно видео. По рядам все рассказывала и подробно показывала. Есть описание по рядам, поэтому переходите, смотрите и вяжите основную часть носка таким красивым рисунком. И уже после я расскажу следующие этапы вязания носка. Провязав носочек до начала пятки, сейчас мы пока пропускаем вязание пятки. Пяточку будем вывязывать уже после того, как довяжем носок до верха. А сейчас переходим на вязание верхней части носка паголинка.
Здесь мы не обрываем нить, то есть вот эти две нити, которыми выполняем узор, они не обрезаются. Мы продолжаем дальше вязать без обрыва нити и продолжаем вязать узор. Причем здесь при переходе на пяточку мы вначале провязываем начальные ряды одним и другим цветом, а по верхней части носка мы будем продолжать вязать жаккардовый узор, и далее по начальным рядам от пятки тоже продолжим вязать начальный узор. Как вы видите, начало и конец ряда соединены в узоре так, что узор практически не сбивается, и не видно вот это вот начало, конец ряда, и по кругу все аккуратно и красиво смотрится. Итак, здесь я завершила вязание последнего ряда узора вот голубой нитью, и далее подхватываю белую нить, и здесь я уже набрала одну петлю подъема, и для начала пяточки, то есть я, чтобы провязать вот это вот отверстие для пятки, я буду использовать половину петель ряда, то есть у меня в ряду всего 36 столбиков, значит 18 столбиков я набираю и пропускаю половину узора основной части. И я буду набирать не цепочку воздушных петель, а буду набирать как начальный ряд из столбиков без накида. Делаю 2 воздушные петли подъема. Теперь ввожу крючок вот в первую петельку и провязываю столбик без накида. И по сути это я буду считать, как будто набрала одну петлю. Далее ввожу вот крючок в ниточку в основании предыдущего столбика, вытягиваю петлю, далее провязываю только эту петлю, а после уже вершину столбика. Я набрала вторую петлю. Итак, мне необходимо набрать 18 столбиков. Я набрала 18 столбиков от начала ряда. И теперь отсчитываю по ряду тоже 18 столбиков. Или мы пропускаем 3 раппорта узора в высоту. И пропустив эти петли, продолжаем вязать узор. Здесь я сразу делаю столбик с одним накидом. Вот здесь продолжаю узор ромбов. Или, по сути, вы можете продолжать вязание узора как по описанию. И здесь у меня идет столбик с одним накидом. Далее 3 столбика без накида за вторые полупетельки. И далее вновь столбик с одним накидом. И столбик без накида. Это один раппорт я провязала, и еще у меня остаются до конца ряда 2 раппорта. То есть я здесь уже вижу, как складывается рисунок, и я уже вижу не по описанию, а просто по рисунку. Я закончила ряд светлой нитью, провязала узор до конца ряда, и теперь перехожу на вязание другой нитью. Здесь в первую петлю подъема ввожу крючок, подхватываю нить второго цвета, делаю соединительный столбик, подтягиваю нить первого цвета и 1 петля подъема. Далее я вяжу столбики без накида вот по начальному ряду над пяточкой. И здесь за вторые полупетельки из каждого столбика вяжу новый столбик без накида. Итак, я провязываю 18 столбиков, а далее перехожу на вязание узора. Я закончила вязать столбики без накида. Далее вяжу узор по рисунку. Здесь я вижу, нужно провязать над белым столбиком с накидом столбик без накида за вторую полупетельку. Еще один столбик без накида. Далее идет столбик с одним накидом. Формирую вот вершину центрального ромба. И здесь 2 столбика
без накида. Так, здесь у меня зацепилась другая нить. И столбик с накидом между двумя светлыми столбиками. То есть один раппорт я провязала, еще дальше 2 раппорта узора завершено. Я закончила ряд голубой нитью и перехожу на светлую нить, и здесь над пяткой начинаю вывязывать узор. Можно вывязывать узор, продолжая по описанию, если вы следите, либо по рисунку. Посмотрите, как вы бы вязали, так как здесь начало ряда, как вы будете вязать раппорт узора, и повторяйте эти действия. Здесь раппорт узора светлой нитью у меня будет идти вот по последним 6 столбикам. Столбик без накида, столбик с накидом, столбик без накида, столбик с накидом, 2 столбика без накида. И я просто повторяю эти действия. Столбик без накида, столбик с накидом, вот за полупетельку ниже ввожу крючок, столбик без накида по ряду, столбик с накидом и 2 столбика без накида. И я повторяю этот раппорт. У меня здесь еще получается на 2 раза. И далее без, получается, разрыва перехожу на вязание уже по верхней части. Закончив вязать светлой нитью ряд, перехожу на голубой цвет. И здесь над пяткой начинаем вязать узор уже голубой нитью. И здесь либо провязывайте по описанию точно, либо я смотрю, как бы я провязала вот узор по последним 6 столбикам. Здесь получается последний раппорт, сразу идет столбик с одним накидом, 3 столбика без накида, столбик с одним накидом и столбик без накида. Пока над пяткой здесь еще не сформирован узор, нужно точно повторять действия по описанию, чтобы уже потом, когда основа рисунка будет заложена, вы могли вязать по рисунку узора. И повторяю этот раппорт 3 раза, получается, над пяткой. И далее без пропуска перехожу на вязание верхней части носка этого узора. Я закончила вязать верхнюю часть носка. От пятки до резинки у меня связано 10 сантиметров жаккардовым узором. Так вот смотрится сейчас носочек. И сейчас я перехожу на вязание резинки. И буду вязать невысокую резинку, буквально на высоту 3-4 сантиметра. Здесь вы можете сами определять, какие вам нужны размеры верхней части носка. Можете вязать узором выше, можете вязать резинку также выше по желанию. В начальный ряд резинки я провязываю просто столбики с одним накидом. Здесь уже ввожу крючок за 2 полупетельки последнего ряда. Резинку я буду вязать нитью голубого цвета. Это у меня основной цвет, которым связан и мысок, и им же я буду вязать пяточку. Заканчиваю начальный ряд резинки. Здесь вершину первого столбика я делаю соединительный столбик. Кстати, вторую нить я уже обрезала, так как мы закончили вязать жаккардовый узор. И начинаю формировать узор резинки. 2 петли подъема. И далее выполняем рельефный столбик. Вводим крючок впереди работы за ножку столбика. Это у нас выпуклый столбик. И вогнутый столбик. За работой вводим крючок за ножку столбика. И провязываем столбик с одним накидом. И так чередуем выпуклый столбик и вогнутый столбик. Это очень простая резинка из рельефных столбиков. Она достаточно плотная и хорошо держит верхнюю часть носка. Следующие ряды
мы вяжем точно так же над выпуклыми столбиками. Вяжем такие же выпуклые столбики над вогнутыми столбиками. То же самое. И я провяжу несколько рядов резинки и закончу уже вязание верхней части носка. Я закончила вязать резинку. Вот такой рельефный получился узор. Он достаточно эластичный и хорошо держит форму. И мне осталось только связать пяточку. Кстати, достоинство этой пяточки в том, что при изнашивании носка можно будет пяточку эту распустить и связать новую пятку. И тем самым у вас носок прослужит дольше, проносится дольше. И присоединяю нить по центру вот нижней части. Можно даже отсчитать от угла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 10 столбике присоединяю нить голубого цвета и набираю 2 петли подъема. Далее вяжу столбики с одним накидом. Здесь вяжу из каждой петли 1 столбик и по углам пятки для сужения буду делать убавление. И сейчас покажу как. Пока я провязываю, так как у меня всего 18 столбиков на половине, ну, допустим, на нижней части, так же как и на верхней части носка. И я довязываю до угла, по-моему, 7 столбиков. Сейчас посчитаю. Ну вот 2 петли подъема считаются. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да, и делаю убавление. Ввожу крючок вот в петлю до угла, провязываю накид. Далее в самый угол провязываю накид. И далее по ряду здесь смотрим уже по верхней части, смотрим, чтобы не было дырочек. И здесь, наверное, я даже вот в эту точку введу крючок и провяжу накид, то есть сделаю только такое убавление. Можно здесь даже в начале сделать 4 столбика с одной вершиной, так как здесь я сделаю дополнительное убавление, чтобы не было дырочки. То есть, по сути, этот столбик как бы добавочный. И затем провязываю все петли с крючка, и у меня получается вот такой снопик. Далее вяжу столбики с накидом уже по верхней части носка. И здесь, смотрите, я ввожу крючок не за кромочные полупетельки, а ниже на ряд, чтобы не было как бы сильно вот вытянутых петель. Можно здесь вот цеплять весь первый ряд, чтобы не было дырочек. И здесь по стороне провязываю столбики с одним накидом. Итак, здесь по стороне я провязала 17 столбиков с одним накидом. И теперь делаю убавление как раз на углу. Вот из последней петельки, причем смотрите, вот я ввожу крючок и получается дырочка. Я ввожу крючок чуть ниже, провязываю накид, из самого угла провязываю накид и далее из первой петельки другой стороны и провязываю все вершины столбиков вместе. Далее вяжу столбики с одним накидом по нижней части уже носка до завершения первого ряда пятки. Следующие ряды, можно сказать, мы вяжем точно так же. Делаем по 3 столбика с одной вершины на углах пятки, убавление. И так я провязываю 5 рядов. Пяточка сужается, но она не полностью у нас закрывается за счет убавления. Так, в конце первого ряда делаю, как обычно, соединительный столбик из второй петли подъема, 2
новых петли подъема и продолжаю вязать столбики с одним накидом уже для второго ряда. Вот я вновь дошла до первого угла и делаю убавление. Из первой петли провязываю накид, из второй петли и из третьей петли, и затем 3 вершины вместе, и далее вновь столбики с одним накидом до второго угла, и таким образом у нас сужается отверстие для пятки. Я связала 5 рядов для пятки с убавлениями по бокам, и у меня осталось вот такое отверстие. Здесь по нижней части идет переход начало-конец ряда, и последние петли я буду сшивать. Сшивать можно с помощью иголки, но мне удобно вот так вот с помощью крючка. Будет зашито, носочек готов, и второй носочек мы вяжем точно так же.